1996 год. Южный Урал. Город Кыштым. Место суровое, пропитанное заводским дымом и тайнами закрытых объектов. В ночь на 13 августа над поселком Каолиновой разразилась страшная гроза. Ливень бил в окна, ветер срывал шифер с крыш. Именно в эту ночь одинокая пенсионерка Тамара Васильевна Просвирина внезапно проснулась. Она утверждала, что услышала в своей голове отчетливый голос: «Встань и иди». Голос звал ее на местное кладбище. Несмотря на дождь, темноту и свой возраст, она оделась и шагнула в ночь. Там, среди могил под старым деревом, она нашла то, что навсегда разделит историю этого города на «до» и «после». Она принесла находку домой, завернув в старый платок. Существо было крошечным, около 25 сантиметров. Тамара Васильевна назвала его ласково «Алешенька». Соседи, узнав об этом, лишь крутили пальцем у виска. Все знали, что у старушки проблемы с психикой. «Опять кота притащила», — шептались у подъезда. Но однажды к ней в гости зашла невестка, Тамара Николаевна. И то, что она увидела на кухне, заставило ее кровь застыть в жилах. Это был не кот и не младенец. На столе сидело существо с головой в форме луковицы. У него не было ушей, нос лишь 2 дырочки, а огромные бездонные глаза смотрели осмысленно и тяжело. Оно не плакало, оно лишь тихо свистело, когда старушка кормила его сгущенкой и карамелью. Идиллия длилась недолго. Обострение болезни Просвириной привлекло внимание врачей. Вскоре к дому подъехала санитарная машина. Психиатры действовали жестко. Тамара Васильевна плакала и умоляла их: «Не забирайте меня. У меня дома сыночек, он умрет без меня». Врачи лишь отмахнулись, приняв это за бред сумасшедший. Ее увезли, железную дверь квартиры захлопнули. Алешенька остался внутри, совсем один, без еды, без воды, в пустой холодной квартире. Никто из соседей не пришел на помощь, думая, что там никого нет. Это был смертный приговор. Прошел месяц. В квартиру Просвириной проник местный вор, надеясь найти деньги или ценности. Но вместо золота он нашел высохшую мумию. Вскоре слухи дошли до милиции. Капитан юстиции Владимир Бендлин был первым официальным лицом, взявшим это дело в свои руки. Когда следователь увидел тело, он понял: перед ним биологическая загадка. Существо высохло, но сохранило все анатомические детали. Отсутствие пупка, а значит, это млекопитающее не было рождено обычным путем. Длинные пальцы с острыми коготками. И этот череп, состоящий всего из 4 пластин. Ни у человека, ни у животных такого строения нет. Бендлин, понимая, что начальство хочет замять странное дело, начал собственное расследование. Он передал мумию на осмотр заведующему урологическим отделением Игорю Ускову и патоанатому Станиславу Самошкину. Вердикт врачей был шокирующим. Цитата: «Это не человек. Череп шлемовидный, лицевая часть не развита. Это вообще не похоже ни на одну известную мутацию». Это была сенсация, доказательство существования иной формы жизни. Но вместо секретной лаборатории тело кыштымского карлика хранилось в обычном бытовом холодильнике следователя, рядом с продуктами. А дальше история превращается в настоящий детектив. Слухами о пришельце заинтересовались уфологи из организации «Звездная академия».
Они приехали в Кыштым и убедили следователя отдать им тело для изучения в Москве. Обещали провести анализ ДНК и вернуть результаты. Бендлин, доверяя науке, передал улику, и это стало роковой ошибкой. Уфологи уехали, а вместе с ними исчез и Алешенька. Позже следы мумии затерялись. По одной из версий, тело было продано частному коллекционеру за огромные деньги. По другой, вывезено в Японию. Главная улика века просто растворилась. Но самое страшное случилось потом. Местные жители заговорили о проклятии. Тамара Просвирина, единственная, кто любила существо, погибла при странных обстоятельствах. Она сбежала из больницы в одних тапочках и попала под колеса автомобиля на ночной трассе. Академик, забравший тело в Москву, вскоре скоропостижно скончался. Все, кто прикасался к тайне Алешеньки, либо умирали, либо замолкали навсегда. Кем он был? Жертвой радиации из комбината «Маяк» или гостем из иных миров, которого мы бросили умирать от голода в пустой квартире? Улик больше нет. Остались только архивные видеозаписи капитана Бендлина и этот вечный вопрос, повисший в тишине. А что вы думаете об этой истории? Напишите свою версию в комментариях. Это был «Архив теней». Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Мы уже готовим к открытию следующую секретную папку. До встречи в темноте.